В просторной галерее современного искусства в Манхэттене звучала тихая инструментальная музыка, а на стенах под мягким светом прожекторов мерцали картины. Вечер был посвящен Джейсону Харрису, богатому коллекционеру и владельцу нескольких аукционных домов. Сегодня он показывал публике свою последнюю находку – полотно «Огненный сон» знаменитого французского художника Армана Леру. Картина оценивалась в $12 миллионов и уже обсуждалась ведущими арт-изданиями. Джейсон стоял в центре зала. Высокий, уверенный, в дорогом костюме, с бокалом шампанского в руках. Вокруг него собрались элиты Нью-Йорка, коллекционеры, критики, журналисты. Все восхищались приобретением. Но в углу, почти у входа, стояла простая девушка в скромном платье, с волнением разглядывая полотно. Это была Эмили, дочь горничной Джейсона, которая давно работала в его особняке. Сегодня ей поручили помогать с уборкой после банкета, и Эмили решила прийти помочь матери. Она с детства увлекалась живописью, часами изучала работы великих мастеров. Но чем дольше она смотрела на «Огненный сон», тем сильнее ощущала, что перед ней не оригинал. Подойдя ближе, Эмили заметила тонкие несоответствия. Лак был слишком блестящим, мазки краски отличались от привычного стиля Леру, подпись смещена на миллиметр. Сердце девушки забилось быстрее. Она понимала, что это подделка. Джейсон заметил ее слишком близко к картине. Он нахмурился и велел убрать девушку. Но Эмили твердо заявила: «Картина поддельная». В зале наступила тишина. Гости переглянулись, кто-то улыбнулся, кто-то нахмурился. Джейсон почувствовал, как гнев поднимается внутри, но ее спокойный, уверенный голос пробивал его защиту. Ночь опустилась на пустеющую галерею. Джейсон остался один, изучая картину. И только тогда он заметил тонкий мазок синего под слоем лака, оттенок, который Леру никогда не использовал. Он понял, дочь горничной оказалась права. Подделка. Впервые за годы его гордость треснула. На следующий день Джейсон приехал к Эмили домой на окраине города. Старый дом, облупленные ступени, сушающееся белье. Эмили встретила его с кисточкой в руках, в старой рубашке, запятнанной краской. Он тихо поставил на стол конверт с результатами экспертизы и сказал, что она была права. Картина – подделка. С этого дня началась их совместная работа. Эмили помогала Джейсону проверять всю коллекцию, различать подлинные работы и копии. За неделю из 16 полотен оказалось 4 фальшивыми. Джейсон осознал, сколько лет платил за красивую ложь, а настоящая правда пришла от девушки, чье имя раньше ничего ему не говорило. Позже Джейсон устроил пресс-конференцию и честно признался в подделке. Взрослые издания писали о его честности, а Эмили получила возможность учиться в Париже и развивать собственное искусство. В его галерее больше не было подделок, лишь ее настоящие картины, каждая из которых дышала правдой и искренностью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.